right now we are people suffering people. What they mean is they take refuge. Sometimes we take refuge. Negative thoughts. Мы принимаем you take прибежище refuge. You believe you on negative thoughts. в своем неблагом мышлении. То есть мы в своих заблуждениях, предрассудках принимаем прибежище, так иногда происходит. Но когда эмоции исчезают, то появляется надежда, проявление нашей подлинной благой природы. И когда вот это происходит, то мы понимаем, что нет никаких сложностей. Но в противоположном случае, если нет никаких объективных причин страдания или что-то, каких-то препятствий, то бывает так, что наше неблагое мышление само по себе ввергает нас в страдания. И вот это знание, что можно достичь просветления, это вот эта вера, то, что такое достижение, просветление достижимо внутри нас самих, оно внушает веру. И вот это просветление, которое идет в нас самих, это великий опыт. И нам не нужно нигде искать просветление в другом месте. И это то, о чем мы будем говорить. И мы будем говорить это в рамках учения о 6 условиях. В принципе, они довольно прямые, простые. Я сам очень люблю учение Лонгченпы. Я в течение своей жизни много чему учился. Например, когда я учился, я был не очень прилежным учеником, и свое домашнее задание выполнял спустя рукава, и, например, 2 часа я мог делать, но потом сразу же забывал. Но есть 2 вещи, которые я делал постоянно. Это ваджаная песня Лонгченпы, а также молитвы, Джамгону, Митпаму, Римпоче, и просил его даровать, просил даровать знания, понимание, реализацию, мудрость. И вот это я читал и пел песню Ваджа Лонгченпы и молился Митпаму. Это то, чем я в основном занимался. И это помогло мне в течение многих лет. То есть это помогло мне впустить свой ум, карму и быть ей сильно затронутой на протяжении своей жизни. И сегодня мы говорим о традиции Дзогчен, Митпама, Римпоче, Джимджепунцок Римпоче и других учителей. И тут надо сказать, что нельзя достичь знания в одиночку, потому что практика или их мудрость, она приходит из линии передачи. Например, когда мы делаем гуру-йогу, когда мы визуализируем, смешиваем наш ум с умом, например, гуру Ринпоче. Например, 20-30 раз мы так смешиваем свой ум,
И получается так, что, например, мудрость ума Пама, Паче или Джигме, о мастера Джигме Пунсока Римпаче, $4 million, no, $4 million, not dollars. He did 4 million amounts of Mapon Rinpoche's prayer. And he says, вот, например, he did мой учитель, да, 100,000 Джигме Пунсок, Mapon Rinpoche's prayer. Он сделал And миллионы then after that, he молитв. read, there's one Dzogchen text called Dzogchen text. He Лонгченпы, read that one, Lord Dzogchen text, и one again. после Read, этого like 2-3 pages. он прочитал небольшой текст And then he read Дзогчену, again, he did that 2-3 practice, страницы, emergent и Mapon потом он Rinpoche опять practice, продолжил молиться. 100 times again. Мипам And Ринпаче he did еще that another, сотню раз. practice that Dzogchen, He did that, I think he И did like потом 10,000 другие практики. that text, Дзогчен. 4 И так он million сделал practices. 10 тысяч раз He did, прочел then after that, he текст, really know what is Dzogchen и means. миллион It раз, just came out. I don't know what I'm saying today, these things, ну, but видимо, начитал молитвы sometimes или came вот out. эту выполнил And that практику. really reason, И I think therefore, знание этого текста Дзогчена проявилось that's в его really, he уме. says, then he realized after that, И он I говорит, think his mind is что completely united, enlightened после этого он mind. осознал, что его That's ум really tradition, един с For умом example, Мипама Ринпаче. I think an invitation is if you thinking something negative and То then есть negative impacts your очень mind. важно, That's что мы normal. впускаем в If наш ум. fear, Если мы, например, думаем and о then you чем-то come, негативном, mind is например, occupied о fear, yeah? страхе или боимся кого-то, And then мы meditation впускаем is ум в you наш, are впускаем это в наш ум, observing, you thinking, Ngara Rinpoche's enlightened mind is dissolving to you. One meditation session. и The next meditation, Ngara Rinpoche's enlightenment важно, dissolve да, you. что мы You впускаем в like наш something ум. extraordinary. Certain И forms, поэтому мы you выполняем retain практику that смешивания energy. нашего ума с умом Like mind is powerful. Therefore, mind is powerful. определенных существ. I think that's really И это someone показывает, one of the therefore вот эту many силу ума, lamas or many в teachers зависимости or от not того, many things в talk какую about that сторону way мы they can realize его the nature mind. направляем. They realize, understand all dharmas and realize Dzogchen like that. But И, I'm not like that, but I think hope to anybody have hope to that. В общем, это путь, по которому мы реализуем дхарму и приходим к ее пониманию. Я не могу этим сам говорить про себя, что я достиг какого-то понимания. Но, в общем, это путь. И вот мы обсуждаем 6 условий пробуждения, 6 условий просветления. И первое условие — это It's called first condition is precious human life. И первое, соответственно, условие — это осознание драгоценности человеческого рождения. Excellent condition, he says, and having precious human life. То есть это выше причин, условия, высшее условие достижения просветления. И у вас есть способность понимать 18 этих условий, и мы их изучаем, когда делаем нёндру, и если у вас есть эти условия, эти 18 условий, мне трудно их перечислить. Once that's really are the first condition. But you have not, you like born bird. Редко 18, точнее, да, правильно перевод, что редко 18 исходятся. Например, насекомые и птицы не имеют всех этих условий. И наша жизнь, человеческая жизнь чрезвычайно важна, и очень важно не растратить все эти блага человеческого рождения. И учение Будды говорит, что смысл драгоценной человеческой жизни — достижение в этой жизни пробуждения или в будущем. Это лучший способ применить свою драгоценную жизнь.
And that's, good way. Many other ways you can help others, but the best way is using human life is свою жизнь reaching yourself, в enlightenment for офисе yourself and или на others. какой-то другой работе. It's not like reaching Это тоже enlightenment, неплохое other get применение nothing, своей but you жизни, но enlighten, you become высшее enlightened, you — get это you can достижение help so many beings. просветления. You can, Если other people get so much. вы For достигаете, example, therefore, но если вы достигаете that's really просветления, our best то way you using human life. получается, что вы Best way можете using human life. благодаря этому That's really the в очень most большом extraordinary количестве way других using дел life. And that's really our purpose, проявиться. very purposeful. And То then when есть you know that, let's say you заняться practice значительно большим Dharma, you в meditating, своей жизни, если достичь your minds просветления. become more Поэтому очень extraordinary. важно Life has become extraordinary. Even the challenges, even in your midst of challenges, still you feel life is extraordinary. направить свою жизнь по отношению к просветлению, потому что если мы достигнем, то тогда весь опыт и все, что у нас происходит в жизни, будет невероятным. Если у вас есть если у вас есть вот это качество просветленности вашего ума, которое достигается, то тогда вы можете делать все, что угодно. Вы можете пойти куда угодно. Например, если находитесь в каком-то месте, но что-то изменилось в этом месте, и вам нужно уйти, но пусть так, вы берете и уходите, вы ни к чему, вы не зависите ни от каких условий, и также вы не зависите ни от каких сложностей. How to make unhappy, many conditions try to make them miserable, but they just come back. They come back, the conditions try very hard to make, like practitioners miserable, but sometimes the conditions are disappointed. Conditions are just cannot do. I can't believe it. В общем, бывает так, что disappointment is not disappointed. Разные условия, они чинят нам препятствия. Если у кого-то есть реализация, если кто-то является истинным практиком, то вот эти все условия, они влияют на него. Поэтому цель жизни — это изучать дхарму, практиковать медитацию. Лично я очень чрезвычайно счастливый человек. Почему? Потому что у меня была удача встретиться с великими учителями, учиться Ваджраяне, Махаяне, Дзогчену. И теперь я могу применить эти учения, когда условия сложны. Ну или также я могу их применить, когда условия прекрасны. И поэтому я чувствую себя очень удачно. Но вообще я считаю, что я не могу быть достаточно полезным в жизни. То есть я довольно маленький человек. You need to go tomorrow. Oh, say okay, but goodbye. That's it. Let's say okay, goodbye. That's it. That's what I'm saying. That then I feel, oh, I can go in somewhere, Но если... I don't say, oh, I cannot live in the US, therefore I'm really depressed. I'm really challenging. No, I don't want to say that because все же this journey is finished. Now you can journey, another journey begins, yeah?
есть некоторые качества, что, например, если меня сейчас попросят уехать из США, ну что ж, я поеду, потому что я считаю, что тут тогда мое приключение или мое путешествие закончилось, я просто поеду дальше. Я не буду цепляться или сильно расстраиваться или впадать в депрессию из-за того, что мне нужно уехать. То есть, если в жизни кого-то какие-то перемены, например, кто-то расстается с каким-то партнером или откуда-то уезжает, то пусть так, если у вас есть знание или опыт в медитации, то по большому счету вы можете двинуться дальше и уехать куда-то, поменять обстановку. И еще раз мы говорим, что утверждаем, что первое условие просветления — это драгоценная человеческая жизнь. Второе условие — это практика. И говорится, что без практики нет освобождения. Пусть у вас даже есть драгоценная человеческая жизнь, но то есть вам нужно все равно практиковать, вам нужно учиться дхармой, вам нужно выполнять медитацию. И бывает так, что многие люди, которые учат дхарму, они не практикуют медитацию, они не делают ньондру или практикуют дзогчен. А что значит практиковать? Это значит вкладывать свое время, свою жизнь в практику. И часто бывает, когда люди делают или не делают практику, я могу видеть их настроение, видеть их состояние. Бывает, что люди в хорошем настроении, и я сразу вижу, ага, вот он или она делала практику, или выполнила практику. А если чей-то ум находится в хаосе, может быть, это говорит мне о том, что этот человек 2 недели, например, может быть, не практиковал. То есть есть вот эта энергия привычек, которая является знаком практики. То есть всегда есть энергия, это проявленная энергия, которая показывает уровень практики. И это показывает, что нам нужно выполнять практику, и вдобавок к этому нам надо ее применять в повседневной жизни. Когда мысли какие-то возникают, нам нужно ее применять тогда, так же, как когда всплывают какие-то негативные обстоятельства, препятствия. И поэтому второе условие — это усердствовать в практике. И также в практике медитации, а также применять все, что вы знаете, все, что вы достигли в повседневной жизни. Хорошие времена, плохие времена. Вы всегда применяете практику. Практика имеет два аспекта. Это формальный аспект, сидячая медитация, будь то практика, в которой выполняется практика медитации или визуализации. А второй аспект — это, соответственно, применение на деле осознанности, наблюдение за тем, чтобы ваше эго не взяло над вами верх, и чтобы вы не стали сконцентрированы на своем «я». И это есть аспект применения. Пример бывает так, что
То есть из этих двух аспектов наиболее важный — это применение практики в повседневной жизни, потому что бывает так, что мы, например, 2 часа посвящаем себя практике, но ее не применяем. А если мы ее применяем, то в то же время мы посвящаем практике. И нам нужно постоянно следить за нашим состоянием сознания, за нашими взаимоотношениями с другими людьми. И если мы это делаем, то и также все по отношению ко всем видам практикам, и медитации, и мандра. То есть еще раз мы обращаемся к этим условиям просветления. То есть первое — это драгоценность человеческой жизни, а второе — это осуществление практики. Третье условие — это то, как мы практикуем. Это очень важно. Practice always depends knowing the Dharma, he says. If you don't know Dharma, и практика, don't know how to practice. Сказано, что практика зависит от знания Дхармы. Поэтому знание Дхармы чрезвычайно важно. Понимание и получение какого-то опыта очень важно. Например, когда вы делаете медитацию, что же здесь важно? Знать, как медитировать, знать, как практиковать, как ее применять. То есть вот знание очень важно. Вот это знание, понимание. В общем, говорится, что медитация есть 2 препятствия медитации. Первое — это лень. А второе — это упущение. То есть второе препятствие — это незнание того, как медитировать. И медитация, и лень — это не значит, что вот там лежите то есть, да, лень имеет тоже 2 аспекта. Например, лень — просто лежание на диване, а вторая лень — это скорее как отвлечение. То есть вы можете играть в игры или там сидеть за компьютером, или быть в социальных сетях. Это также лень. То есть есть 3. Лень, расхлябанность, а третье — это бессмысленное отвлечение. И также лень потери потока. Например, мысль, что я не могу практиковать учение, не могу, например, выполнять практику Дзогчен, это становится препятствием также, тоже лень. И поэтому, возвращаясь к условиям просветления, 3-й пункт — это знание того, как медитировать. И это чрезвычайно важно. То есть сначала следует знание Дхармы. Например, когда мы выполняем ньондру, мы должны знать, что конкретная практика из себя представляет и как ее выполнять. Дальше идет Но как же вы обретаете это знание и переживание практики? How do you know Dharma? Fourth condition is listening to Dharma. Да, то есть в этом мы переходим к 4-му пункту. Это чтение Дхармы, то есть слушание Дхармы из уст учителя, очень важно. Получение учений различных.
от учителя и слушать их, чтение также, то есть есть 3 знания: слушание, размышление и медитация, или слушание, размышление и созерцание. И это приводит нас к обретению переживаний. То есть если есть слушание, размышление, медитация, то это приводит к реализации. И вот поэтому 4-е условие пробуждения в тексте Лонгченпы — это слушание. Contemplating means like if you listen, but То есть 5-й пункт — это размышление. that meaning may be lost. И если мы, например, услышали какое-то учение, но мы его не обдумываем, и это учение не проникает внутрь нашего ума, то это также препятствие. То есть, когда мы постоянно размышляем об учении, то у нас появляется практика, привычка к учению, к размышлению над ним, и поэтому она вытесняет все остальные дурные привычки. То есть, например, если мы размышляем о непостоянстве, то есть мы можем услышать, что все непостоянно. Но когда мы начинаем это глубоко обдумывать, то мы начинаем видеть, что взаимоотношения непостоянные, условия непостоянные, страны непостоянные, дом непостоянный, вода непостоянная. И если мы это все время думаем, то есть мы слышим, что непостоянно является что-то одно является постоянным. Но когда мы начинаем об этом размышлять, мы начинаем видеть, что все вещи также, другие вещи также становятся, другие вещи тоже непостоянны. And then things changing. If you contemplating all these things called contemplating. Вот если мы смотрим, что вот какая-то ситуация есть, но она меняется, и постоянно об этом думаем, то это проникает в наш ум. И также, например, сострадание. То есть смысл учения о сострадании. И есть также практика применения этого смысла о учении сострадания. И когда мы размышляем об этом учении, то мы приходим к выводу, что я не хочу никому зла, я хочу блага для всех. Но как мне это достичь? Мы понимаем, что я сам не хочу страдать, я сам не хочу омрачающих эмоций, омрачающие эмоции, но как же насчет других? Вот этот тоже человек не хочет, и этот не хочет, мой друг не хочет, никто не хочет страдать. И мне не нравится страдание. Когда меня критикуют, мне это не нравится. Когда я критикую другого, это другому может не нравиться. Мы приходим к этому пониманию, и мы приходим к желанию, чтобы все живые существа обрели счастье. А если мы просто скажем, ну да, я понял учение о сострадании, все, поехали дальше, это неправильно. То есть бывает так, что сострадание находится только в языке, во рту, то есть является только внешним, но не проникает в наше сердце. А для того, чтобы проникло, нам нужно размышлять об сострадании постоянно. И если у вас это сострадание зарождается, то вы становитесь более способным, вы легче прощаете, у вас становится
большая жизнестойкость по отношению к негативным условиям жизни. И disturbs everyone, disturbs the relationships. Anger makes you weak, and compassion makes you strong. И в общем, гнев делает человека слабым, а сострадание делает сильным. Angry means very weak. То есть, когда мы гневаемся, мы чувствуем себя незащищенными, слабыми. И также и у других людей также. Но если у нас есть сострадание, у нас есть эта сила всепрощения, то мы становимся по-настоящему способными и сильными. То есть сострадание дает силу, а злость ее убирает. И размышления над состраданием. То есть вот есть, я дал два примера о непостоянстве и о сострадании. И то, как мы размышляем над ними, и это размышление вместе с медитацией приносит результат. Но если сострадание остается только на наших устах, но не проникает в наше сердце, то от него немного толку. Также по отношению к непостоянству. Если что-то изменяется, то мы просто это применяем. Если это проникает в наше сердце, то, да, мы просто это принимаем эту истину жизни, что да, все изменчиво. И тогда на основе этого знания о непостоянстве не нужно то есть бороться с чем-либо или противостоять этому факту постоянства, потому что у нас есть, вот это проникает в нас посредством размышления, мы видим истину этого. И тогда, чтобы не произошло, мы это принимаем именно из-за того, что мы узрели истинность непостоянства всех вещей. И тогда все условия становятся нашими спутниками, нашим подспорьем. All conditions have become your ally. Yeah? And that really Lонгченпы second is the contemplating, reflecting, meaning that the second condition of enlightenment. То есть, и вот поэтому это одно из условий просветления в тексте Лонгченпы. То есть это пятый пункт, это размышление. Шестой пункт, который упоминает Лонгченпы, это нахождение квалифицированного учителя. То есть все достижения зависят от учителя. И чему бы вы ни учили, будь то обыденное знание, всегда важен учитель. И в аспекте дхармы также все получали учение от кого-то, и поэтому учитель или наставник чрезвычайно важны, и они ведут вас к просветлению. Например, если у кого-то хороший характер,
these days there's no perfect teacher. Точнее, нам нужно хотя бы учитель, у которого хороший характер. Потому что в наше время нет совершенных учителей, так же, как и нет совершенных учеников. Teacher looking perfect student, I don't know how they can find perfect student. It's maybe forgetting, teaching Dharma. You cannot find perfect student. Same way, the student looking perfect teacher somewhere. То есть, если учитель ищет совершенного ученика, то, скорее всего, у него он не сможет найти такого ученика. А также и ученик, если он ищет учителя, который совершенно чист, то он, скорее всего, не найдет. Usually, it's one culture, one belief system. Then we have this, everybody define one way good and bad. Людей есть свой взгляд на вещи. Everybody has opinions. То есть у всех есть свое мнение, своя система взглядов, верований, что хорошо, что плохо, что совершенно, что несовершенно, что истинно, что не истинно. На самом деле все очень относительно и зависит от обстоятельств. How you found a perfect wife, or perfect husband, a perfect teacher, or perfect neighbor. И поэтому на самом деле это довольно непродуктивная затея искать совершенного, будь то совершенный друг, сосед, учитель. Ну, по всей видимости, такие вещи уже не существуют. И для того, чтобы принять кого-то, принять, точнее, стать чем-либо учеником, то не нужно, чтобы этот учитель был на 100% совершенен. Также и со всеми другими людьми, соседями, друзьями. Потому что все условно. Но все же важен учитель, у которого хороший характер, который достаточно квалифицирован. И, например, в тексте Патрола Ринпоче сказано, что главные характеристика учителя — это бодхичитта. Бодхичитта — это не просто сострадание, оно состоит из четырех безмерных. Безмерная любовь, сострадание, равность. Next level is bodhicitta. If you love, compassion, all these things possess this. Now I want to reach enlightenment, benefit all beings. You have that kind of heart you have, because your goal is to reach enlightenment, other people awakening, other то people есть enlightenment. безмерно делает это все наш настрой того, что мы направляем своему по отношению ко всем существам. И если вот эти безмерные качества есть у учителя, то что бы он ни делал, он будет помогать, он будет приносить благо. И самое важное качество учителя — это качество бодхичитты. Дальше идет знание практики, знание наставлений, связанных с достижением плода, с практикой медитации, дзогчена и других. И вот если у учителя это есть, это знание, а также бодхичитта, то это как раз-таки и является сутью шестого пункта — найти наставника, который придет к просветлению. Если у вас есть вот эти 6 условий, если вы слушаете учение, размышляете над ними, медитируете, то это вас приведет к просветлению.
talk about today. И это то, о чем сегодняшнее учение Лонгченпы. Мне кажется, это очень практичное наставление, очень ясное. И мой совет всем записать это. Вот эти 6 условий просветления. Спасибо. Возможно, у нас какие-то есть вопросы. Yes, Rinpoche, thank you very yes. Спасибо, Ринпоче. Okay. Can you hear me, Rinpoche? Можете ли вы меня слышать? Прекрасно. Thank you very much, Rinpoche, Спасибо for большое, the precious Ринпоче, opportunity to receive за this kind of эту profound ценную teaching. Can you please возможность also give получить us a reading учение. transmission for that Можете ли вы teaching дать on the нам 6 conditions for attaining дать Buddhahood? лунг, Thanks a lot in advance. передачу текста? Да, я могу. That's it. Все, пожалуйста. Thank you, Rinpoche. Спасибо, Ринпоче. You explained that impermanence comes from the heart, Вы and I объяснили, didn't quite что understand that. So can you please speak a little bit more on it? Идет от сердца. Что это значит? Могли бы пояснить? Понимание непостоянства. Например, мы можем говорить все непостоянно своим языком, но понимание, истинное понимание этого, что приходит из твердого знания, что все непостоянно. И вот если это истинное знание, видение того, что непостоянно приходит из нашей сердца, из глубины. То есть это вот ясное понимание того, что все непостоянно. Это и есть. Это значит то, что это идет из нашего сердца. Могли бы вы пояснить, что такое пятое и шестое условие? Пятое условие — это размышление. Размышление. Thank you. And then for the 6th condition, can you explain that a little bit more and how that's different? А шестое — это просветленный учитель, необычный, особенный учитель дхармы. Это шестое условие. Thank you, Rinpoche. So there are many questions now. Just to maybe repeat all of the 6 conditions. Еще раз просит Ринпоче повторить 6 условий. Первое — это драгоценная человеческая жизнь. Второе — это практика медитации. Третье — это знание дхармы. Четвертое — это слушание дхармы. А пятое, когда вы услышали дхарму, прочитали, вы начинаете размышлять. И это пятый пункт. И шестой — это учитель. Весь путь дхармы, он идет или зависит от учителя. Это шестой пункт. Also, maybe can put this maybe someday. YouTube, maybe people can also read that. И, может быть, через несколько дней мы выложим это учение на YouTube, и люди смогут прочитать про него. Thank you for the beautiful Спасибо, Ринпоче, за прекрасное учение. Могли бы вы сказать, ответить, You will find no such thing for activity is spontaneously accomplished without having to be deliberately carried out. Практиковать
Я не понял смысл вопроса. Rinpoche это говорит. Вопрос заключается в том, как практиковать бессамостность. То есть, как можно практиковать бессамостно. У Лонгченпы сказано, что для того, чтобы выполнять практику, вам надо найти учителя, и любая практика, она выполняется, может выполнена быть только как прикладыванием, посредством прикладом усилий, но Ринпоче опять говорит, что вопрос. I know normal English is very easy to understand than Dharma English for me also. Вообще обычный английский значительно проще, чем английский дхармы, то есть переводов дхармы. И поэтому я не всегда могу понять, о чем идет речь, если у меня нет тибетского подлинника, чтобы сравнить. Спасибо, Ринпоче, за то, что постарались ответить. Еще вопрос. Если я нахожу себя в центре негативных эмоций или порабощенных эмоций, таких как гнева, что мне делать? Ну, гнев или гнев направленный на себя. Criticize us, many things. I think we listen too much, listen to negative thoughts, and especially chatters and mind, anything's going on. I think therefore you need to know, watch negative thoughts, not follow them. Часто you need more have погружаемся в негативные эмоции positive, something или optimistic thoughts. Критику, и нам нужно стараться не погружаться в эти мысли, а просто их наблюдать. И часто говорят, например, приводится пример, что есть тухлая еда или испорченная еда, и мы можем сказать человеку: не ешь эту еду, и он сразу же поймет, что не стоит ее есть. И также с нашими мыслями мы можем сказать: не будьте захваченными этими негативными мыслями, не потребляйте их. Думайте о просветлении, о бодхичитте, о сострадании. И если мы формируем привычку думания о благом, о дхарме, то она вытесняет вот этот поток негативного мышления. И если мы также думаем о драгоценном человеческом рождении, на самом деле у всех есть некоторые благие условия. Если мы сместим фокус на них, то мы обретем некоторый оптимизм. Но часто бывает так, что мы не видим благие условия, а наоборот сосредоточиваемся на негативных каких-то условиях, хоть все даже идет удовлетворительно, все идет хорошо, мы все равно часто слишком много думаем о негативном. А учения Дзогчена, они в этом смысле очень благотворны, потому что они постоянно напоминают о нашей благой истинной природе. All positive words, extraordinary words put together. If you put something extraordinary words together, they create extraordinary energy in your mind. Есть, if you например, put negative words together, negative words, I don't like, I hate. Есть, например, слова, благие слова, которые сами whatever you focus, you become like that.
особенными, то есть они говорят об особенных позитивных вещах. А когда эти вещи, они начинают складываться в определенную последовательность или текст, то они начинают нести очень большую силу. И также и негативные мысли, если они начинают как бы складываться, группироваться, то они приносят негативную вибрацию, энергию, и она входит в нас. Поэтому очень важно поддерживать благое мышление. И здесь спрашивается про какой-то текст Мипама Ринпоче. I think so far not really well, but there's a few things I do. Rinpoche's my teacher Jigme Pencil wrote very calling Lama. Видимо, молитве Lama from Mapon Rinpoche, you know, like he wrote many Vajra poems. Мой учитель Джигме Пунсок prayer and also it's prayer. It's not like, for example, invoking молитвы и призывания просветленной энергии, просветленного опыта, передачи. I was always, practice these things, recite these things. Right now we don't have maybe, and then или я, или в основном вот эти составленные эти молитвы, но они пока еще не переведены на английский. И, может быть, однажды мы их переведем, и они станут доступны. Спасибо, Ринпоче. Спасибо. Either in the Tibetan text or in the English translation of today's teaching in the precious treasury of pith instructions. Страницу в тибетском тексте или в английском тексте. В каком месте вот эти сущностные наставления содержатся? И существуют разные версии тибетских текстов, и я не помню, на какой странице, там всего 300 с чем-то страниц, но я не знаю, где точно, а на английском тоже не знаю. Ринпоче, могли бы вы ответить, если у кого-то сильно очень боли, и эти боли не снимаются, или нету лечения этой боли, то есть обезболивания этой боли. Есть ли какие-то учения, есть ли какое-то учение из этого текста, которое можно применить? Вообще, физическая боль бывает очень интенсивная, и есть также ментальная боль. Есть практика медитации, которая помогает и если мы впускаем эти учения в наш ум, то у нас, как сказать, появляется какое-то пространство в нашем уме, то есть у нас смещаются акценты нашего внимания, но часто бывает так, что люди не готовы к какой-либо информации, и поэтому в целом очень важно читать, слушать и размышлять. Thank you for this incredible teaching. I would like for you to clarify the differences again between contemplating and meditating. Еще раз пояснение, в чем отличие размышления и медитации. Размышление значит, что вы думаете, обдумываете, а медитация — это некоторый тихий отдых или тихий покой, тихое успокоение. То есть это пребывание в настоящем моменте без отвлечений, без блужданий. То есть просто
not contemplation, not thinking. But some meditations are contemplating, but this kind, mostly meditating. В общем, пребывание в настоящем моменте и успокоение в нем. Main meditations are like not contemplate, just remain silently, stay, stir. Yeah. В целом есть много видов медитаций, в которых, по сути, нет медитации, а в них есть вот некоторое оставление всего. Ринпоче, что вы могли бы мне посоветовать, если кто-то сильно меня критикует за неудобства, которые я доставляю? Вы могли бы еще раз повторить вопрос? Sure. So, one second here. Someone ignores yes. Yes. So, sorry, I just moved it around here. Sorry. The question was, what should I do when someone ignores me or treats me unfairly for their convenience? То есть вопрос, что если мне кто-то игнорирует или плохо со мной обращается из-за неудобств, которые я доставляю? Ну, я не знаю конкретную ситуацию, здесь все зависит от условий разных вторичных. There's a the way of living this is the best way of it is if you become more wise, become more capable, если вы становитесь более способным, более позитивным, более мудрым, то люди перестают игнорировать вас. Они, наоборот, следуют за вами. People, please give me attention. Так, то есть, если мы все время просим у людей, пожалуйста, поделитесь своим вниманием, это начинает раздражать людей. Люди вообще очень сложные существа. И если мы от них что-то требуем, то это их раздражает. Но если вы развиваете качества, то ситуация меняется, и люди начинают следовать за вами, буквально бегать за вами. То есть развитие качеств, люди становятся более сострадательными, разумными, мудрыми, и другие начинают стремиться к этим людям. Но если кто-то постоянно жалуется, расстроен, депрессивен, то есть люди вас начинают игнорировать, начинают вас игнорировать. Not just only you say other people don't ignore you, me, but anything you are watching your doing, and then things really you see there's maybe this maybe gave other people have that's really the other people maybe not paying attention, then you can fix that. Then fix means like then there's improvement. И то есть если есть какое-то улучшение нашего собственного характера, то, в общем-то, и отношение людей к нам, оно также улучшается. Спасибо большое, Ринпоче. Из 4 мыслей, обращающих к дхарме, драгоценная человеческой жизни, превратности сансары, непостоянства и смысл нирваны, можете вы по отношению к этим 4 мыслям пояснить, что значит медитация? В данном случае размышления над этими 4 мыслями — это и есть медитация. Ринпоче, вы могли бы рассказать про какие-то свои случаи жизни или периоды жизни, когда ваша практика стала сильной, и когда вы достигли какого-то прогресса? Вы можете описать эти время своей жизни, условия. Ну, на самом деле, реализация — это очень интимная вещь, и мы не говорим публично о каких-то достижениях. И очень редко бывает так, что кто-то говорит о своей реализации.
automatically some burst to sometimes people cannot help. But usually, that's good. That moment is not just come from ego, come from the inspiration. But mostly, I think a realization means I think past, when I was in Tibet, I was когда я был в Тибете, studying я учился, and reflecting time, было много времени учения и размышления. Когда я приехал в Америку, в Штаты, practice meditation. Past 20 years is very good for me. И вот эти последние 20 лет я в основном практиковал медитацию, применял свои знания. И вот последние годы моей жизни в Америке были результативными для моей практики. И мне кажется, я обрел некоторый уровень переживания и понимания. I understand we can use conditions as allies, but are there times when certain challenging outer conditions call for a change, and finding conditions that might be more conducive for our practice? Я понимаю, что цель заключается в том, чтобы все наши условия стали союзниками. Но бывает также, что good, bad things are not big deal in your life and become, good conditions. That's called ally. Thank you, Rinpoche. I think this person means too, though, but are there certain times where you should actually make a change in your life если все-таки because the outer какие-то conditions are благие условия есть, то стоит ли как бы нам им повиноваться, то есть следовать за этими изменениями? Да, Ринпоче говорит, что если мы меняемся из-за того, что меняются условия, то они автоматически становятся нашими союзниками. То есть, да, когда какие-то плохие условия, которые заставляют нас меняться, они проявляются, то мы должны меняться. Могли бы вы еще раз повторить препятствия в практике? Laziness, forgetting instructions. That's the obstacles of meditation. Да, то есть какие же препятствия медитации? There's laziness. Это лень. Forget and meditation introduction. There's two things. Forget meditation introductions. That's obstacle to your meditation successful. Или упускание. First one. The second one is laziness. If you have the laziness, самой техники, you have an obstacle to your, successful meditation practice. А также есть лень. Laziness, there's three divisions, three different ones. Есть три аспекта лени. Первая лень, когда вы ничего не делаете. Вторая лень – это бессмысленное отвлечение. Весь день 3 часа вы, например, потратили на соцсети, вы набрали кучу мусора, но ничего не получили. Это вот второе тип лени, бессмысленное отвлечение. А третье это потеря стержня. То есть мы начинаем думать, что я не могу выполнить эту практику. Вот если эти три, если вот эти два, то есть лень и упущение смысла практики, в смысле медитации, ее структуры, оно происходит, то это как раз и есть препятствие. И это все сегодня Ринпоче. Вопросов больше нет. Спасибо. И Ринпоче тоже, он всех благодарит. Он очень рад, что мы послушали учение. Наша жизнь чрезвычайно драгоценна, но условия также меняются. И пока у нас есть условия, мы должны использовать эту возможность чтения книг дома, медитации, размышления. И я рад, что вы пришли сегодня на учение.
И у нас будет Also, we have the 12 one-stay декабря meditation. Each one-stay we have 7 p.m. California time. We are also meditation. We do ретрит meditation like 45 дождя minutes. You благословения. always welcome, Joy. And И thank you very much. всех Today we я are finished. все добро пожаловать на эти учения. Приходите. Спасибо. На сегодня это все.